Всем привет! Вы на канале Моток Декор, и в этом видеоуроке я хотела бы вам рассказать, как связать вот такую тыковку. Ее можно использовать как подставку под горячее, а размером у нее получается 11 на 12 сантиметров. Идеально подойдет как подставка под кружки, например. Для ее создания нам понадобится полиэфирный шнур 3 мм. На основной цвет уйдет приблизительно 10-11 метров. И на маленькую веточку приблизительно 2 метра. Из инструментов нам понадобится крючок номер 4, иголка с большим ушком и ножницы. Также тыковку можно связать из любого другого материала, только она будет уже немножко другого размера. Ну что, желаю всем отличных тыковок, давайте приступать. Итак, сначала мы с вами будем набирать цепочку из воздушных петель. Делается она очень просто. Для этого мы берем наш кончик, делаем из него вот такую петельку. Получается у нас рабочая нить снизу, а кончик лежит сверху. И теперь мы с вами ныряем крючком в эту петельку, перехватываемся для удобства вязания. Получается вот такая петелька. И мы начинаем с вами делать набор воздушных петель. Итак, мы накидываем с вами, получается, нить на крючок и протаскиваем через петлю на крючке. Это наша с вами первая петелька. Таких мы должны с вами набрать всего 10 петель. Итак, также накидываем, протаскиваем. Это вторая. Накидываем, протаскиваем. Старайтесь петельки делать равномерные по размеру. И так мы вяжем с вами 10 петелек. Итак, я набрала 10 петелек. И теперь делаю еще одну петлю для подъема. Итак, вот наша цепочка из 10 петель, которые будут у нас рабочими, и одна петелька подъема. Так что на крючке мы ее не считаем. И теперь мы будем с вами сейчас обвязывать нашу цепочку обычными столбиками без накида. И нырять будем крючком за вот эту дальнюю дужку, которые у нас идут, сразу во вторую петлю от крючка. То есть вот наша первая петелька, вот вторая. И за дальнюю дужку мы с вами ныряем, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем 2 петельки. Получается наш обычный столбик. И так далее мы с вами идем, провязывая до конца все наши петельки. Ныряем, хватаем рабочую нить, вытягиваем, заново хватаем рабочую нить и протаскиваем через петельки. И так идем с вами до самого конца. У нас должно получиться всего с вами 10 столбиков. Я провязала, получается, 9 столбиков. Вот моя последняя петелька. В нее, получается, я провязываю, то есть это наш узелок, самая первая петля. Я в нее также ныряю и провязываю обычный столбик. Итак, вот что у нас получилось. 10 столбиков. И теперь мы делаем с вами петельку подъема, накидываем на крючок, протаскиваем через петлю на крючке и разворачиваем наше полотно. Далее весь узор так и будет вязаться обычными столбиками без накида. Этот ряд мы будем с вами вязать, начиная со второй петли от крючка. Вот наша первая петелька, вот вторая. И ныряем прям с вами сразу туда, также под обе теперь дужки косички. Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем один столбик. И теперь ныряем туда же, провязываем еще один столбик. Прям туда же, вытягиваем и провязываем. Это мы делаем для того, чтобы наша тыковка пошла на увеличение, чтобы у нее появились такие бока. Итак, мы провязали, получается, с вами прибавку, то есть 2 петельки в одну. Далее мы провязываем с вами по одному столбику в каждую петельку. И только в самый последний также сделаем прибавку. Итак, ныряем с вами, получается, за обе дужки косичек. Провязываем столбик. Ныряем прям и провязываем столбик. И так идем до конца ряда. Я провязала, получается, 8 одиночных столбиков после вот этой первой прибавки. И теперь
подходя вот к последней нашей петельке, мне необходимо также провязать прибавку 2 петельки в одну. То есть вот наша получается косичка здесь, которая лежит. Мы ныряем под 2 дужки, вытягиваем, провязываем 1 столбик и ныряем туда же, провязываем 2 столбик. Так мы, получается, с вами связали 2 ряд, и теперь переходим к вязанию следующего ряда. Делаем также петельку подъема и разворачиваем полотно. Теперь нам необходимо провязать этот ряд точно так же. Делаем по краям прибавки, а здесь провязываем обычные столбики одиночные. Итак, ныряем, получается, с вами здесь также во 2 петлю от крючка. То есть вот наша первая, вот 2 петелька. Мы прям в нее ныряем за обе дужки, хватаем ниточку, провязываем 1 столбик и ныряем туда же, провязываем 2 столбик. И теперь мы провязываем с вами 10 одиночных столбиков и доходим к самому краю, и здесь провязываем прибавку. Итак, продолжаем вязание. Вяжем 10 обычных столбиков. Итак, я провязала 10 столбиков и в последний провязываю прибавку. Также ныряю вот за обе дужки косички и провязываю сюда 2 столбика. 1 и сюда же 2. Вот что у нас с вами получается. То есть тыковка наша идет на расширение. Вот с такими пачками. В этом ряду у нас с вами получилось 14 столбиков. Далее мы переходим к вязанию следующего ряда. Делаем с вами также петельку подъема и разворачиваем полотно. Теперь нам необходимо провязать 6 рядов без прибавок по 14 столбиков в каждом ряду. И также мы начинаем с вами нырять во 2 петельку от крючка. То есть вот наша первая, вот 2 петля. Мы в нее прям ныряем, провязываем столбик. Уже здесь прибавки не делаем. И просто идем, провязывая каждый столбик по одному. Итак, мы идем с вами до конца ряда. И таких рядов с 14 столбиками нам необходимо связать 6 штук. То есть сейчас вот мы с вами вяжем, получается, 14 столбиков. Итак, вот последний столбик в этом ряду, 14. Теперь я делаю петельку подъема и разворачиваю полотно. Получается, я связала один ряд из 14 столбиков, и таких мне надо будет связать еще 5, то есть всего 6 рядов из 14 столбиков. Не забывайте нырять во 2 петлю от крючка, то есть вот первая, вот 2. Во 2 петельку мы с вами ныряем. Провязываем так с вами самостоятельно до конца оставшиеся ряды, и там с вами увидимся. Итак, я довязала свои ряды. И теперь мы переходим с вами к последнему ряду на нашей основной части тыковки. В этом же ряду мы будем добавлять цвет для веточки. Итак, получается, сейчас мы делаем с вами также петельку подъема и разворачиваем наше полотно. В этом ряду мы будем с вами сейчас делать убавки по краям, чтобы у нас тыковка стала более закругленная в этих местах. Сейчас мы будем с вами провязывать убавку, ныряя в 3 петлю от крючка. То есть 1, 2, 3, 3 петелька, то есть та, что на крючке, мы ее не считаем никогда. Получается 1, 2, 3, 3 петелька. Мы в нее, получается, ныряем, вытягиваем ниточку. Далее ныряем в следующую сразу петельку, также вытягиваем ниточку, то есть у нас 3 петельки на крючке. Хватаем рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки на крючке. Таким образом у нас получилась с вами убавка. Далее мы вяжем с вами один обычный столбик, а в следующем столбике уже будем добавлять с вами новую нить. Итак, ныряем с вами, получается, в следующую петельку, вытягиваем рабочую нить, и сейчас довязывать этот столбик мы будем уже с вами с помощью новой нити. То есть берем другую нить, хватаем крючком и протаскиваем через 2 петельки. То есть завершаем наш столбик новой ниточкой. Теперь ее можно немножко подтянуть,
чтобы кончик остался совсем маленький. И подтягиваем наши ножки столбика нашей основной нити. Сейчас мы будем с вами, получается, вязать уже начало нашей веточки. И при этом будем с вами вязать новой нитью, а прятать вот эту нить, которая у нас была основного цвета, и кончик. Кладем с вами вот эти две ниточки вдоль нашего полотна и начинаем нашей рабочей нитью обвязывать их. И ныряем с вами прям в следующий столбик. Наши ниточки лежат на полотне, над крючком как бы. Хватаем рабочую нить и вытягиваем, поправляем ниточки, чтобы они у нас остались под нашим столбиком. И провязываем. Можно еще немножко подтянуть, чтобы наши косички были одинакового размера. И дальше мы, получается, с вами провязали сейчас один столбик и провязываем еще таких 3 столбика. То есть всего 4 столбика должно получиться ниточкой нового цвета. Также эти у нас идут вдоль полотна, мы их обвязываем. Ныряем в следующую петельку. Ниточки 2 лежат. И рабочей нитью мы просто их обвязываем, провязывая обычный столбик. Это второй. Также ныряем, прячем кончики, 3-й столбик. И нам осталось провязать последний столбик. Мы с вами ныряем, также прячем кончики. И этот столбик мы с вами довязываем сейчас также обычной этой коричневой ниточкой, то есть вашей новой нитью. Теперь мы, получается, ее просто отпускаем и довязываем дальше до конца наш ряд уже нашей основной нитью. Можно немножко подтянуть. И ныряем дальше в следующую петлю, то есть этот кончик мы уже оставляем, рабочую нить коричневую или цвет, который у вас, и берем основную. Провязываем, получается, 1 столбик, подтягивайте. Далее провязываем 2 столбик. Далее у нас, получается, идет убавка. Мы ныряем в 1 столбик, далее ныряем в следующий, вытянули, получается, 2 ниточки, и 3-й у нас на крючке. Хватаем рабочую нить и протаскиваем новую нить рабочую через все 3 петли. Так у нас получилась с вами убавка. И заканчиваем наш этот ряд обычно соединительной петелькой. Ныряем также за обе дужки косички, вытягиваем ниточку и сразу ее протаскиваем через петлю на крючке. Вот так у нас закончился с вами, получается, этот ряд. Кончики мы потом с вами спрячем. А сейчас довяжем нашу веточку. Нам необходимо вот эту ниточку, которая у нас здесь с вами была оставлена. Мы будем ей сейчас продолжать наше вязание. Итак, смотрим, что у нас провязано 4 столбика. И 1, 2, 3, 4, 5 косичек, которые у нас коричневого цвета. Или цвета, который у вас. И мы, получается, сейчас протягиваем вот эту ниточку к началу нашего вязания, где у нас будет начинаться веточка. Ныряем с вами под первую вот эту косичку другого цвета, которая не основного. Хватаем эту ниточку, утягиваем ее сюда на лицо. Старайтесь сильно ее не натягивать, чтобы она была такая более свободная. Но мы сейчас ее будем обвязывать. Получается, мы с вами вытянули, провязываем 1 столбик. Далее ныряем за обе дужки косички. И сразу крючок у нас, получается, нырнул под ниточку, которую мы сюда протянули. То есть мы ее сейчас сразу будем обвязывать. Хватаем рабочую нить и провязываем 2 столбик. Далее также ныряем под обе дужки косички, под ниточку. Хватаем рабочую нить и провязываем, получается, 3-й столбик. Далее также ныряем, провязываем 4-й столбик. А последний столбик у нас будет просто обычной соединительной петелькой. Ныряем с вами под последнюю вот эту другого цвета косичку, вытягиваем ниточку и протаскиваем через петлю на крючке. То есть сделали с вами соединительную петлю. Теперь делаем петельку подъема и разворачиваем наше вязание. Итак, в этом ряду мы сейчас будем с вами провязывать 3 обычных столбика без накида. Начинать вязание в этом ряду мы будем с вами с 3-й петли от крючка. То есть эту мы не считаем, которая на крючке. Далее у нас идет 1, 2, 3.
вот за эту третью петельку будем с вами провязывать столбики. Итак, ныряем прямо за третью петельку, провязываем 1 столбик, далее провязываем второй столбик и далее ныряем также, провязываем третий столбик. Провязали этот ряд, далее делаем петельку подъема и разворачиваем наше полотно. В этом ряду мы сейчас будем с вами вязать уже во вторую петлю от крючка, то есть вот наша 1, 2, вторая петелька. Мы под нее ныряем и будем делать с вами убавку. Вытянули ниточку, ныряем в следующую петельку, вытягиваем также ниточку, хватаем рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки. И осталось нам довязать последнюю петлю. Она у нас будет петлей соединительной. То есть мы также с вами ныряем здесь за обе дужки косичек, хватаем ниточку и сразу протаскиваем через петлю на крючке. Вот такая веточка у нас с вами здесь получается. Она такая немножко с наклоном. И сейчас мы с вами уберем наши кончики. Итак, я обрезала свои ниточки. И теперь можно убрать наши кончики. Для этого нам понадобится иголка с большим ушком. Давайте сначала уберем кончик, который у нас был в самом начале. Мы вставляем просто кончик в иголочку. Немножко подтягиваем с вами здесь петельку. Ныряем вот так под ножки. Спрятать можно кончик в любом ряду, в какой вам больше будет удобно. То есть протаскиваем вот так просто под ножками. И нам необходимо будет потом просто его обрезать. То есть вот так. И также мы делаем здесь. Получается, вытягиваем наши ниточки, вставляем в иголочку. И также здесь ныряем за любую крайнюю петельку. Здесь можно вернуться обратно в петельку, которая у нас выходила ниточка, чтобы более равномерно получился край. А дальше под ножки столбиков также вот просто прячем кончик. Можно сюда пойти. Смотрите, как вам больше нравится. И также этот кончик потом просто обрезать. И также с веточкой. Мы также вытаскиваем нить, вставляем ниточку в иголку. И также здесь мы с вами за первую ближайшую ниточку, то есть какую-нибудь петельку, просто цепляем иголкой. Вот так. Здесь также можно вернуться, например, в эту же петельку, откуда выходила эта ниточка. Смотрите, как вам больше нравится. И также здесь под ножки столбиков просто прячем кончик, как получается более удобно. И потом остатки уже просто необходимо будет отрезать. Я убрала все кончики, спрятала. Вот такая тыковка у меня получилась. Ее можно использовать, в принципе, с двух сторон. Я надеюсь, что у вас все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. Обязательно делитесь своими результатами, мне будет очень приятно. Надеюсь, данный видеоурок был для вас полезным. Тогда обязательно ставьте ваши лайки. Не забывайте подписываться на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. А на этом все и пока-пока.